Вы на канале «Обнимаю Таня». И в этом уроке мы с вами будем разбирать точки чакр и также построение карты здоровья. Прежде чем перейти к точкам, давайте вообще разберемся, что такое чакры. Чакры – это энергетические центры, которые есть абсолютно у каждого человека. Они проводят через себя тонкую энергию – прану или ци. Есть разные названия. Чакры – это большая самостоятельная древняя система, по которой можно диагностировать состояние и жизнь человека. От работы чакр зависит не только здоровье, но и разные сферы жизни, происходящие события и ситуации. В матрице судьбы чакры каждого человека обретают индивидуальность, уточняясь числами, которые у каждого свои. Ну и, собственно, давайте рассмотрим классические точки чакр в октограмме матрицы. Здесь каждой чакре присвоена своя позиция. Числа из этих точек впоследствии мы будем переносить в карту здоровья. Затем по простому алгоритму, такому же, как в самой октограмме, высчитываются дополнительные энергии. Чакры и карта здоровья – это не только про здоровье. Классическая чакральная система выделяет 7 чакр, которые касаются тела человека. Читаются они снизу вверх. Муладхара – первая чакра или корневая чакра. Вторая чакра – свадхистана или сакральная, половая. Третья чакра – манипура, солнечное сплетение. Четвертая чакра – сердечная. Пятая чакра – вишудха или горловая. Шестая чакра – аджна или третий глаз. И седьмая чакра – сахасрара, коронная. Обратите внимание на расположение данных точек в октограмме матрицы. Они также движутся снизу вверх и затрагивают личный квадрат, то есть линию Земли и линию неба. В классической версии того, как в октограмме определяются точки чакр, в центре матрицы желтенькая точка, то есть манипура. Лично мне тема чакр очень нравится, я глубоко в ней копалась и пришла к выводу, что центральная точка – это позиция анахаты, четвертой чакры. Я много раз проверяла и продолжаю проверять на практике энергии по чакрам. И в 99% случаев именно такое положение точек чакр подтверждается. В связи с этим мой шаблон матрицы выглядит чуть-чуть иначе. Обо всех визуальных изменениях октограммы и карты здоровья я написала в отдельной статье на Дзен. Также вы можете проверить видео на моем канале, возможно, оно уже вышло на этот счет. А на моем сайте вы можете по моему калькулятору составить свою матрицу и посмотреть, как она будет выглядеть немного иначе. Много информации о чакрах вы найдете в моем одноименном курсе. Мы с вами познакомились с позициями точек чакр, и теперь переходим к построению карты здоровья. Я напоминаю, что карта здоровья является одним из элементов матрицы судьбы. Напоминаю, что из цветных точек в октограмме числа переносятся в карту здоровья в первый и второй столбик, то есть в колонку физика и колонку энергия. А далее уже высчитываются дополнительные энергии. Давайте посмотрим, как это выглядит. Мы с вами вспоминаем, что в октограмме у нас с вами есть линия Земли и линия неба. Линия Земли в карте здоровья соответствует колонке физика, а линия неба в карте здоровья соответствует колонке энергия. И числа, которые буквально стоят в цветных точках в октограмме, с учетом линии неба или линии Земли, переносятся в соответствующие колонки в карте здоровья. А центральная энергия в октограмме просто дублируется в карте здоровья. Обратите внимание на нижнюю точку в октограмме, там, где число 13. Это линия неба. Соответственно, это колонка энергия. И число 13 из октограммы у нас переносится на Муладхару в колонке энергия. Смотрим на цветные точки дальше. Оранжевая точка – это чакра Свадхистана. Из этой точки по линии неба 21 мы также переносим в колонку энергия. Центр матрицы и желтый кружочек. Восьмерка ставится у нас на манипуру в колонку энергия и задваивается, дублируется. Также ставится восьмерка в колонку физика. Теперь обратите внимание на зону материальной кармы. Вспоминаем, где у нас располагается материальная карма.
Это семерочка в правой красной точке. Данные энергии располагаются на линии Земли, соответственно, относятся к колонке физика. Семерку мы переносим на Муладхару в колонке физика вниз. Далее смотрим на цветные кружочки в октограмме. Следующая точка оранжевая, там 15. И 15 мы также переносим в колонку физика на Свадхистану. Ну а восьмерочку мы с вами уже продублировали. И то же самое с верхними энергиями. Будьте внимательны и не путайте числа в карте здоровья, которые стоят на линии Земли и линии неба. Линия Земли и зеленая точка, в ней стоит 17-я энергия, и она переносится в колонку физика на Анахату. То же самое со всеми прочими энергиями, которые стоят по линии Земли. Все они переносятся в колонку физика. Обращаем свое внимание на линию неба. Снова-таки зеленый кружочек, в котором стоит 21. И 21 переносится в колонку энергия на зеленую чакру Анахату. И все то же самое со всеми прочими энергиями. Далее в карте здоровья нам с вами нужно найти колонку итог или колонка эмоций, просто разные названия, и общий итог. Как мы будем это делать? По каждой чакре, то есть смотрим горизонтально, по каждой чакре в карте здоровья мы находим с вами суммы. А плюс Б равно С, то есть 1 плюс 5 равно 6. 10 плюс 18 равно 28. 28 это больше, чем 22, соответственно 2 плюс 8 равно 10 и так далее. Таким способом мы с вами посчитаем все числа в колонке «Итог». А затем нам надо с вами найти общую сумму по всем колонкам. Для этого мы складываем все числа в колонке «Физика», то же самое все числа в колонке «Энергия» и все числа в колонке «Итог» или «Эмоции». Числа получатся большие. И мы с вами помним, что максимум у нас 22. Соответственно, число, которое получится, нам нужно сложить по цифрам. И результат мы записываем в строку «Общий итог». Разберемся на примере колонки физики. 1 плюс 10 плюс 9 плюс 17 плюс 8 плюс 15 плюс 7. Получится 67. 67 больше, чем 22. Следовательно, 6 плюс 7 равно 13. И так по каждой колонке. В итоге карта здоровья у нас будет полностью заполнена. Друзья, название «Карта здоровья» сбивает с толку. Однако помните, что это не только про здоровье и заболевания. Именно поэтому, когда я что-то пишу, обозначая карту здоровья, я беру ее в кавычки. В своей практике я работаю с картой здоровья точно так же, как многие работают с октограммой матрицы. То есть для меня основа именно карта здоровья, потому что она базируется на чакрах, а у чакр есть два глобальных направления, и с ними мы с вами разберемся в следующем уроке.